Кашпо и фигурки для сада из папье-маше. Как сделать атмосферно стойкими? Можно использовать банки любого размера. Делаю каркас ушей. Оклеиваю скотчем. Заготовку покрываю тонким слоем массы папье-маше. Я делаю папье-маше из офисной резаной бумаги. Ссылка в описании. После нанесения поверхность необходимо разгладить и желательно подсушить пару дней. Будет удобнее работать дальше. Наращиваем объем верхней и нижней части заготовки. Лепим мордочку. И лапки. Ноги и шею жирафа делаем из палочек для суши. Основа головы из кусочков фольги. Покрываю заготовку тонким слоем массы папье-маше. Пару дней на просушку. Делаем небольшие отверстия для ушей и рожек. Немного наращиваю объем. Каркас ушей из проволоки. Оклеиваю скотчем. Рожки из зубочистки. Овечка делается совсем просто.
можно подсушить, а можно сразу добавить шерсть. Заготовки полностью высохли. Для раствора берем воду и цемент. Добавляю клей ПВА 1 к 1. Теперь цемент замешиваю в негустой раствор, так, чтобы можно было наносить кистью. Покрываю раствором все заготовки. Совсем не обязательно делать такое покрытие, но если хотим поместить кашпо на открытом воздухе, оно защитит их от влаги. Точно так же вы можете сделать фигурки для сада из папье-маше, задекорировать старые горшки любого размера. Когда покрытие высохнет, можно приступать к декору. Можно оставить как есть, тогда будет похоже на кашпо из цемента. Использую акриловые краски. Жирафа загрунтовала белой акриловой краской. Испитые чайные пакетики. Прогладила утюгом. Нарезаем и обжигаем, используя влажное полотенце. Приклеиваю на клей ПВА, разведенный водой. Окрашиваю акриловой краской. Овечку также предварительно загрунтовала. Цвета охра, коричневый и белый. Окрашиваю сухой кистью, вбивающими движениями.
Финишный слой – лак. Теперь их можно вынести на улицу. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать несколько слов. Это нужно для продвижения канала. Спасибо. Увидимся.